Тот вечер был больше, чем просто концерт. Казалось, это момент, о котором будут говорить, который будут пересматривать и который войдет в историю современного к-поп. Когда свет на сцене погас, а тысячи светящихся палочек медленно засияли, словно океан звезд, никто не был готов к тому, что произойдет дальше. В тот момент, когда зазвучала музыка и участники BTS вышли на сцену, атмосфера мгновенно изменилась. И все же среди всего этого света одна фигура сумела привлечь внимание таким образом, что его было практически невозможно игнорировать. Ким Тэхён. Спокойными, но уверенными шагами Тэхён выглядел так, будто сцена была создана специально для него. Некогда ревущая толпа внезапно затихла, когда он начал петь. Его фирменный баритон звучал глубоко и эмоционально, создавая связь, которая казалась невероятно личной, несмотря на присутствие десятков тысяч зрителей. Через несколько секунд разразилась эйфория. Крики сотрясали стадион, доказывая, что это было необычное выступление. Это был феномен. Поклонники были не только в восторге, но и, как сообщается, HYBE был удивлен мгновенным эффектом его выступления. По данным различных источников в индустрии, даже внутренние команды не ожидали такого масштабного глобального отклика. Они зафиксировали необычайный всплеск активности в цифровом пространстве в течение нескольких минут после появления Тэхёна на сцене. Что сделало этот момент еще более особенным, так это то, что Тэхён не полагался только на свой голос. Он представил полный набор – внешность, ауру и почти неописуемую харизму. Одетый в элегантный черный костюм с современными солнцезащитными очками, он излучал таинственное обаяние, которое мгновенно стало предметом обсуждения во всем мире. Многие модные обозреватели описали его образ как идеальную эстетику темного принца, минималистичный, но при этом невероятно впечатляющий. В социальных сетях видеоролики с его выступлением распространились как лесной пожар. Менее чем за час имя Ким Тэхёна стало трендом во многих странах. От Южной Кореи до США, от Японии до Европы, связанные с ним хэштеги доминировали в лентах новостей. Поклонники постоянно делились своими реакциями, от восхищения до недоверия к увиденному. Интересно, что влияние не ограничивалось только фанатами. Корейская индустрия развлечений в целом была охвачена волной эйфории. Сообщается, что несколько ведущих актеров и артистов публично поделились своими впечатлениями в социальных сетях. Даже эксклюзивный круг друзей, известный как Уугр Сквад, в который входят такие известные имена, как Пак Саджун, Чхве Ушик, Пак Хён Сик и сам Ким Тэхён, был глубоко впечатлен выступлением. Некоторые из них даже поделились видеозаписями концерта с краткими комментариями, выражающими гордость и восхищение. Эти реакции еще больше подтверждают, что произошедшее в тот вечер было не просто успешным выступлением, а моментом, объединившим разные слои индустрии развлечений в общем восторге. С музыкальной точки зрения, многие критики высоко оценили то, как Тэхён сочетал отточенную вокальную технику с подлинной эмоциональной передачей. Он не просто пел, он рассказывал историю. Каждая нота звучала живо. Каждая строчка несла глубокий смысл. Благодаря этому его выступление казалось очень личным, несмотря на то, что его смотрели десятки тысяч людей лично и миллионы через цифровые платформы. Международные СМИ также быстро отреагировали. Несколько крупных изданий назвали тот вечер одним из лучших живых выступлений за последние годы. Они подчеркнули, как Тэхён создал не только развлекательное, но и эмоционально трогательное событие. Некоторые даже назвали это определяющим моментом в его карьере, точкой, когда он действительно вышел на новый уровень как мировой артист. За кулисами влияние было столь же ощутимым. Цифровые данные показали значительный рост онлайн-поисков, прослушиваний музыки и числа подписчиков в социальных сетях. Старые песни, которые ранее оставались стабильными, внезапно снова поднялись в чартах, демонстрируя эффект домино от одного выдающегося выступления. Не менее впечатляющим было влияние на мир моды. Наряд Тэхёна мгновенно стал источником вдохновения для всего мира. В течение нескольких часов различные бренды начали выпускать коллекции, вдохновленные его стилем. Ключевые слова, связанные с его модой, резко выросли в поисковых системах. Как сообщается, несколько похожих на его нарядов вещей были распроданы на нескольких платформах электронной коммерции.
Аналитики даже стали называть это явление эффектом Тэхёна, состоянием, при котором все, что с ним связано, мгновенно набирает популярность. От музыки до моды, от сцены до социальных сетей, его влияние оказалось огромным и стремительным. Для HYBE это стало золотой возможностью. На пике популярности, как сообщается, разрабатывались новые стратегии. От потенциальных глобальных коллабораций до эксклюзивных проектов, призванных максимально увеличить привлекательность Тэхёна на международных рынках, некоторые сообщения даже предполагали, что крупные мировые бренды уже подали многомиллионные предложения о сотрудничестве. Однако, помимо всего этого, несмотря на цифры и статистику, больше всего бросалась в глаза одна вещь – эмоциональная связь. Многие фанаты говорили, что чувствовали связь с выступлением Тэхёна, как будто он обращался непосредственно к ним. Это то, что нельзя измерить данными. Тем не менее, это лежит в основе его привлекательности. Интересно, что Тэхён, похоже, не слишком старался создать этот момент. На самом деле, именно его расслабленная и естественная манера поведения сделала его еще более притягательным. Он появился непринужденно самим собой, при этом излучая звездную ауру, которой трудно было сравниться. В индустрии, часто переполненной излишними усилиями, такой подход казался освежающим и аутентичным. Корейские СМИ даже стали называть это началом новой эры для Тэхёна, этапом, когда он больше не известен исключительно как участник крупной группы, а как личность с сильной индивидуальностью и влиянием. Тем временем западные СМИ начали сравнивать его с легендарными мировыми исполнителями, что указывало на то, что его влияние вышло за географические границы. Со временем первоначальная эйфория постепенно утихла. Однако ее влияние только усилилось. Обсуждения его выступления продолжались как среди фанатов, так и среди аналитиков индустрии. Многие начали задаваться вопросом, не является ли это только началом. Как далеко он зайдет? Одно можно сказать наверняка, та ночь изменила все. Речь шла не только о музыке, моде или популярности. Речь шла о том, как одно единственное выступление может изменить мир, создавая тренды, вызывая глобальные дискуссии и оставляя неизгладимый след. И в центре всего этого стоял Ким Тэхён не просто как айдол, а как символ новой силы в мировой индустрии развлечений. Силы, которая не просто следует трендам, а создает их. Если бы можно было одним предложением подытожить все это, оно звучало бы так: та ночь была не концом пути, а началом чего-то гораздо большего. В конце концов, эта потрясающая ночь оставила фанатам больше, чем просто воспоминания. Она стала явным доказательством того, что сила Ким Тэхёна заключается не только в его популярности, но и в его способности создавать моменты, которые кажутся живыми, искренними и незабываемыми. Вместе с BTS он в очередной раз продемонстрировал, что сцена – это не просто место для выступлений, а пространство для передачи эмоций миллионов людей по всему миру. Невероятная реакция публики, индустрии и коллег-знаменитостей, таких как Uyghur Squad, еще раз подтверждает одно – то, что произошло в тот вечер, не было случайностью, а результатом долгого пути, преданности делу и постоянно развивающейся харизмы. Благодаря постоянной поддержке HYBE, шаги Тэхёна к еще более масштабным мировым сценам практически гарантированы. Сейчас внимание к нему не ослабевает. Имя Тэхёна продолжает обсуждаться, его стиль продолжает копироваться, а его влияние продолжает распространяться по всем отраслям. Если всего один вечер смог создать такую огромную волну, то будущее, безусловно, намного грандиознее, чем кто-либо мог себе представить. И, возможно, это начало новой главы, в которой Ким Тэхён станет не только частью истории К-поп, но и одной из фигур, формирующих будущее направление мировой индустрии развлечений. Однако за светом софитов, который продолжает его преследовать, скрывается долгий путь, который никогда не был полностью виден публике, процесс, выработанный дисциплиной, упорством и последовательностью, который никогда не происходит в одночасье, потому что каждый его шаг на сцене рождается из практики, давления и огромной ответственности, которую несет артист мирового уровня, должен поддерживать высочайший уровень мастерства в условиях постоянно растущих ожиданий.
Именно поэтому его присутствие ощущается так мощно, потому что он предстает не просто как визуально привлекательный человек, а как исполнитель, который понимает, как создавать атмосферу, контролировать энергию аудитории и превращать выступление в эмоциональное переживание, оставляющее неизгладимое впечатление, как будто каждое движение. Взгляд и ноты играют важную роль в формировании истории, гораздо большей, чем просто музыкальное шоу. С другой стороны, то, как его влияние распространяется на сферу популярной культуры, показывает, что в современную эпоху влияние артиста измеряется не только количеством зрителей или популярностью песен, но и способностью создавать резонанс за пределами границ, языков и поколений, что делает Тэхёна ярким примером того, как айдол может превратиться в символ влияния, выходящий далеко за пределы сцены, на которой он стоит. Это явление также показывает, что в современной индустрии развлечений отношения между артистом и аудиторией стали гораздо более динамичными, потому что зрители больше не просто смотрят, а активно помогают формировать повествование посредством реакций, комментариев, постов и дискуссий, которые постоянно движутся в цифровом пространстве, превращая каждый важный момент в нечто, принадлежащее не только артисту, но и миллионам людей, которые чувствуют себя частью этого пути. Для многих людей главная сила Тэхёна заключается в его способности сочетать мощную харизму с теплотой, образ суперзвезды с человеческими качествами, которые все кажется близким и понятным, поэтому каждое его появление несет в себе разные смысловые пласты и заставляет публику продолжать следить за ним не только из-за его внешности или имени, но и из-за ауры, которую трудно повторить кому-либо еще. Со временем такое влияние оставляет гораздо более глубокий след, чем временный тренд, потому что остается не просто видеоролик или цифровая статистика, а коллективная память о том, как одна ночь смогла изменить глобальные дискуссии, повлиять на индустрию и доказать, что перформанс по-прежнему обладает силой объединять эмоции многих людей в одном общем опыте. Именно поэтому каждый шаг Тэхёна после этого момента всегда будет отслеживаться с еще большим вниманием, потому что теперь публика ждет не только того, что он сделает дальше, но и того, как он будет продолжать расти, расширять свое влияние и поддерживать художественную индивидуальность, которая выделяет его на все более конкурентном и постоянно меняющемся развлекательном ландшафте. В конечном итоге, эта история не просто об одном вирусном выступлении или одном вечере, привлекшем огромное внимание, а о появлении нового символа в мировой поп-культуре – человека, которому удалось превратить сцену в пространство для самовыражения, эмоций и общения, и который доказал, что когда талант, харизма и искренность объединяются в один момент, результат может превзойти все ожидания и продлиться гораздо дольше, чем сам успех. По мере развития сюжета становится все яснее одно – влияние Ким Тэхёна основано не на одном вирусном моменте, а на тщательно выработанной художественной идентичности, которая росла годами выступлений, перевоплощений и эмоциональной глубины, позволяя ему оставаться актуальным в индустрии, где внимание быстро меняется, и только те, кто обладает подлинным содержанием, способны поддерживать долгосрочное влияние. Его присутствие в BTS всегда вносило нечто особенное, не просто благодаря его голосу или внешности, а благодаря атмосфере, которую он создает во время своих выступлений, атмосфере, которая одновременно кажется интимной и масштабной, способной заставить большую аудиторию почувствовать личную связь, сохраняя при этом величие, ожидаемое от одного из самых влиятельных коллективов в современной музыке. В то же время, сильный общественный отклик вокруг него также отражает то, как современное фандомное сообщество функционирует в глобальном масштабе, где восхищение больше не ограничивается одной страной или одной платформой, а быстро распространяется по социальным сетям, развлекательным СМИ и международным сообществам, превращая одно выступление в межкультурное событие, способное формировать дискуссии далеко за пределами самой музыки. Этот широкий охват усиливается тем, как он его воспринимает не только как кумира, но и как фигуру, в равной степени несущую в себе влияние моды, эмоциональную привлекательность и культурную значимость, поэтому его выбор стиля, сценическое присутствие и даже короткие публичные выступления часто становятся предметом обсуждения, затрагивающего моду, брендинг и более широкий анализ поп-культуры. В этом смысле Тэхён представляет собой редкий тип звезды, чье влияние измеримо не только по показателям в чартах или онлайн-трендам, но и потому, как он оставляет след в памяти, языке, эстетике и коллективном восторге, доказывая, что по-настоящему сильный артист делает больше, чем просто развлекает. Он меняет то, как люди воспринимают сам момент.